Библейский Бог ненавидит гомосексуализм и будет убивать за это. Но время от времени Он не против человеческих жертвоприношений. Как минимум, мы можем констатировать, что Его система приоритетов несколько кособока. Читая Ветхий Завет, мы становимся очевидцами самого аморального поведения, которое только можно себе представить. Геноцид, этнические чистки, сексуальное рабство, убийство детей, похищение. Все это не только с Божьего позволения, но и по Его требованию. Если вас посетили сомнения, пролистайте еще раз книги «Исход», «Левит», «Второзаконие», вторую книгу царств, «Числа», третью и четвертую книги царств, «Захарию». В этих книгах прославляется самое неэтичное поведение. Если бы те события произошли бы в наше время, половина пророков и царей Израиля была бы доставлена в наручниках в Гаагу за преступления против человечества, включая Моисея за истребление мадианитян, включая Иисуса Навина за истребление амаликитян, включая Илию за истребление пророка Ваала. Согласно нынешним стандартам, эти люди были полными психопатами, как и Авраам, который совершил, как выразился Кристофер Хитченс, длинную и мрачную прогулку со своим сыном Исааком. Друзья, мы довольно часто слышим подобные возражения от критиков, такие негативные реплики от атеистов, не так ли? И я думаю, что каждый из нас, несомненно, сталкивается с такими непонятными, как нам кажется, жестокими стихами в Библии. И нас часто могут смущать эти стихи или даже некоторых оскорблять подобные вещи в Ветхом Завете. И поэтому, я думаю, связано это преимущество с тем, что мы не до конца понимаем эти тексты, и поэтому нам нужно внимательно их рассмотреть. Друзья, меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель служения «Разумная Вера» в Евразии. Вместе со мной мой коллега Дмитрий Розет, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. И сегодня мы пригласили апологета, который готов ответить на все самые сложные возражения против Бога Ветхого Завета. Он готов рассмотреть все самые сложные, непонятные отрывки, которые только есть. Это Пол Копан, христианский богослов, аналитический философ, апологет, автор, профессор Атлантического университета Палм-Бич. На протяжении 6 лет он был президентом Евангельского философского общества. Он написал более 25 книг, и самые известные его книги посвящены детальному анализу самых сложных отрывков Ветхого Завета. Он эксперт в этой сфере, и поэтому он, пожалуй, самый лучший человек, который может рассмотреть все самые непонятные и сложные места в Ветхом Завете. Dr. Kopan, thank you so much for your ministry. Your work has changed my understanding of Old Testament in many ways. Thank you so much. Whenever I come across a passage I do not understand, I always turn to your books and read and try to understand what it really means. Thank you so much. Большое спасибо, доктор Копан, за ваше служение. Ваше служение изменило мое отношение, понимание Ветхого Завета, и каждый раз, когда я встречаюсь с трудным местом в Ветхом Завете, я обращаюсь к вашим материалам. Большое спасибо. Друзья, сегодня мы немного поменяемся ролями с Дмитрием. Я буду задавать вопросы, буду проводить эфир, а Дмитрий будет выступать в роли переводчика. Поэтому мы с этого и начнем. Итак, друзья, первый вопрос. Для тех зрителей, кто не знаком с Полом Копаном, расскажите, пожалуйста, о себе, доктор Копан. Кто вы, как вы пришли к Богу, чем вы занимаетесь, каковы основные области ваших апологетических исследований, какие свои работы из числа уже опубликованных вы считаете самыми важными? Okay, Dr. Kopan, question number 1, please. Sure. Well, thank you for having me on your program, by the way. I just wanted to say thank you, and I feel a kinship with you all. My father came from the Ukraine, an area just south of Dnipropetrovsk, and was born in a small village there. My mother was born in Riga, Latvia. And so my father was pastor of a Russian-Ukrainian church for 18 years in Cleveland, Ohio. Maybe I'll just stop there. Окей. Большое спасибо за то, что пригласили меня на вашу передачу. Я чувствую с вами некоторое родство, потому что мой отец родом с Украины, а моя мама родом из Латвии. Мой отец был пастором украинской церкви. And I came to Christ through the
largely through the work of apologetics myself. И я пришел ко Христу во многом благодаря апологетике. When I was in high school, just before college, I started to become exposed to apologetics and saw that things made sense. Когда я учился в старших классах, перед тем, как я поступил в университет, я познакомился с апологетикой и увидел, что многие вещи на самом деле имеют смысл, они разумны. And that the faith that I had grown up with was something that was real. I didn't have to believe it simply because my parents taught it to me, but it was something objectively true. Я понял, что та вера, с которой я вырос, на самом деле настоящая, подлинная. Я понял, что должен верить в это не только потому, что меня так научили мои родители, но потому, что это объективная истина. And I became exposed to, I did biblical studies and theology and eventually philosophy. And so I've been doing a lot of work in those areas to present the truth of the gospel to people. Я изучал Библию, библеистику, потом я изучал богословие, закончил философией, так что я изучал многие из тех вопросов, которые можно использовать, которые я использую для того, чтобы доносить истину до людей. And I've done work in the areas of the moral argument for God's existence. Я изучал такие вопросы, как нравственный аргумент в пользу существования Бога. And a book on relativism I wrote is called True for You, but not for me. Я написал книгу о релятивизме, которая называется «Истина для меня, но не истина для тебя». I do work at a scholarly and a popular level in the area of philosophy of religion. Я занимаюсь философией религии и пишу работы как на общедоступном, так и на серьезном академическом уровне. And a popular level book that I wrote that Mikhail was referring to is God a Moral Monster? И одна из книг на общедоступном уровне, которую упоминал Михаил, называется «Является ли Бог нравственным чудовищем?» Is God a Moral Monster? And usually when I'm asked to speak, it is on this particular topic. И обычно, когда меня просят публично выступить, это как раз связано с вот этой конкретной темой. And I'm actually working on a follow-up book to that, and it's going to be something like, Is God a Vindictive Bully? И я как раз сейчас работаю над продолжением этой книги, и название будет примерно «Можно ли назвать Бога насильником?» Вот, тем, кто занимается чем-то похожим на школьное насилие, да, как вот в школе дети друг друга бьют на переменах. So I'll be working on I'm writing on themes like those difficult imprecatory psalms. И я также проделал некоторую работу по теме псалмов, которые часто называют жестокими. God's hardening Pharaoh's heart and so forth. На тему о том, как Бог расточил сердце фараона и тому подобные вещи. And I'd imagine we'll touch on some of those questions today. И я думаю, что сегодня мы некоторых из этих вопросов коснемся. Хорошо. Вот говоря об этом, прежде чем мы перейдем к самим вопросам, давайте немного оценим, что мы можем сказать о новом атеизме, то есть какой общий подход против нового атеизма, как мы можем аргументировать против вот таких людей, как, например, Сэм Харрис. Это вопрос номер 4. Okay, let's go on with the question number 4. The new atheism emerged in light of the September 11th attacks. Новый атеизм появился на гребне атак 11 сентября. And this was an unsophisticated, emotional atheism. И это был довольно примитивный эмоциональный атеизм. The arguments presented by people like we heard just Sam Harris and Richard Dawkins and Christopher Hitchens and others were not very sophisticated. Аргументы, которые представляли, как мы сейчас слышали, такие люди, как Сэм Харрис, Ричард Докинс, Кристофер Хитченс и многие другие, были не слишком серьезны, не слишком глубоки.
and they are simply saying the same things over and over again without really listening to their critics on both sides, whether atheists or theists. Они просто повторяют одни и те же слова, аргументы снова и снова, не слушая возражений ни со стороны атеистов, ни со стороны христиан, ни со стороны верующих. And this new atheism that emerged was not only attacking Islam, but also attacking all religion as being equally dangerous and poisonous. И этот новый атеизм нападал не только на ислам, но и на все религии, называя их одинаково опасными, одинаково вредными. And so there have been many criticisms of the new atheists. В адрес новых атеистов прозвучало довольно много критических замечаний. And as I said, one particular agnostic, Michael Ruse, said this. И, например, один агностик по имени Майкл Руз сказал следующее. He said that Richard Dawkins' book, The God Delusion, makes me embarrassed to be an atheist. Он сказал, что книга Ричарда Докинса «Бог как иллюзия» заставляет меня устыдиться того, что я атеист. So, unlike the philosophical sophistication of some atheists of the 20th century, they were very visceral and emotional and not very intellectually sophisticated. В отличие от многих атеистов 20 века, которые были глубокими мыслителями, эти новые атеисты были очень яростными в своих нападках, употребляли такие резкие слова, но при этом копали не глубоко. And if you want to look this up, William Craig and we co-edited a book called Contending with Christianity's Critics that offers responses to many of these new atheistic charges. И если вам интересно будет посмотреть, вместе с Уильямом Лейном Крейгом, который был в одной из наших программ, мы написали книгу, которая называется Contending with the Critics, и в этой книге мы дали ответ на некоторые аргументы новых атеистов. Отлично. И сделав такое введение, давайте перейдем конкретно к вопросам, в которых доктор Копан специализируется. Итак, начнем с популярного утверждения, что Бог повелел совершить истребление народа в Ханаане, он повелел совершить геноцид. Итак, повелел ли Бог совершить геноцид в Ханаане на самом деле? Это вопрос номер 6. Okay, let's go on to the question number 6. Yeah. Well, when we're dealing with the question of genocide, we are... Go ahead. Когда мы касаемся вопроса о геноциде, we understand this to be the the intended destruction of a people group. мы имеем в виду намеренное уничтожение некоего народа, некой национальности. Or possibly a religious group. Может быть, религиозная группа. When we're dealing with the Canaanites, когда мы говорим о хананеях, we are not dealing with ethnicity, but moral behavior. Речь идет не о национальности, не о национальном признаке, а о нравственном поведении. The Canaanites engaged in activities that would have been considered criminal in any civilized society. Хананеи занимались тем, что в любом цивилизованном обществе считалось бы преступным. Infant sacrifice, они приносили в жертву детей, они устраивали всякие порочные вещи с животными. Ritual prostitution, infant sacrifice. Ритуальной проституцией, как уже было сказано, приносили в жертву детей. And God had already waited hundreds of years before the time was ripe so that judgment would fall upon the Canaanites. И Бог много столетий ждал нужного момента для того, чтобы по справедливости наказать хананеев. And when we read the actual texts of Joshua and 1 Samuel 15, the ones that Sam Harris was referring to, и когда мы читаем тексты из книги Судей и первой книги Царств, текст, на который ссылался сегодня Сэм Харрис, we see texts that have, on the one hand, mention of utter destruction. Мы видим тексты, в которых, с одной стороны, говорится о полном уничтожении. And plenty of survivors.
С другой стороны, мы видим многих выживших. So when Saul says he utterly destroyed, the narrator in 1 Samuel 15 says Saul utterly destroyed the Amalekites. Поэтому, когда в 15 главе 1 Царств мы читаем, что все амаликитяне были уничтожены, And it wasn't Joshua, as Sam Harris said. это был не Иисус Навин, в отличие от того, что сказал Сэм Харрис. But we see that David fights the same army of Amalekites later on in 1 Samuel. Мы видим, что впоследствии в первой книге Царств Израиль опять воюет с армией тех же амаликитян. In the same vast region that Saul fought. В том же самом большом географическом регионе, обширном регионе, где сражался Саул. What we see going on in the book of Deuteronomy, и в книге Второзакония we see that Deuteronomy intensifies the language and uses sweeping terminology like man and woman and young and old that Joshua and 1 Samuel also pick up on. Мы видим, что используется такая очень обширная, радикальная, обобщающая лексика о том, что мужчины и женщины все полностью, и потом в книге Судей и в первой книге Царств эта тенденция, традиция продолжается, та же лексика используется. For example, in the book of Numbers, in 21, there are two kings who are killed, Sihon and Og. Например, в книге Чисел, 21 главе, мы видим, как убийство двух царей, Сигона и Ога. And we read about the army and the kings and their sons being killed. И мы читаем о том, что истреблена и армия, и цари, и их дети. And then this story is twice retold in the book of Deuteronomy. И потом эта же самая история дважды пересказывается в книге Второзакония. And it throws in men and women, young and old, even though it was just male soldiers fighting. И тогда в этих пересказах мы уже читаем и про женщин, и про детей, хотя на самом деле изначально речь шла именно о мужчинах, которые участвовали в боевых действиях. So Deuteronomy intensifies the language of the other books of the Pentateuch. Так что Второзаконие как бы усиливает язык, усиливает лексику, которая используется в других книгах Пятикнижия. And so when we see mention of man and woman, young and old, it's simply speaking of these sweeping terms, even if man and woman, or the women and young and old people aren't there. Так что, когда мы читаем про женщин, про детей, это такая вот именно описание общее, да, в общих словах, хотя на самом деле женщин и детей при этом даже не присутствовало. And here I'll give another example. In 1 Samuel 15, другой пример, 1 Царств, 15 глава. Saul is going to be fighting against the Amalekites. Саул собирается воевать с амаликитянами. And we read in chapter 14 that the Amalekites had already attacked the Israelites. И в 14 главе мы читаем, что амаликитяне уже нападали на израильтян. And we read that Saul is going to fight in a citadel city against the Amalekites. И в 15 главе мы читаем, что Саул собирается сражаться с амаликитянами, опираясь на крепость, на укрепленный город. But there are people in that city, the Kenites, who aren't enemies of Israel. Но в этом городе живут люди, которые не являются врагами Израиля. And so Saul says, we don't have anything against you. We're fighting against the Amalekites, so you could leave. And the Kenites did. Поэтому Саул, обращаясь к ним, говорит: мы против вас ничего не имеем, мы собираемся сражаться с амаликитянами, можете уйти. И народ уходит. So if they're getting ready for battle, certainly there aren't going to be women there. Так что если там должно было произойти сражение, то женщин никаких на этой территории не было. But the text throws in, just like Deuteronomy, man and woman, young and old, gives those sweeping terms again.
Но в тексте мы читаем опять и женщины, и дети, и старые, и млад, то есть те же самые обобщающие термины, которые мы видим во Второзаконии. And then both the narrator and Saul tell us that Saul utterly destroyed the Amalekites. И как сам повествователь, рассказчик, так и Саул говорят нам о том, что Саул полностью уничтожил, истребил амаликитян. And as I mentioned, David fights against the army of the Amalekites later on in the same book. Но, как я уже упомянул, Давид впоследствии в той же самой книге сражается с теми же самыми амаликитянами. And there's also a big question. So again, no genocide is here. То есть, опять же, никакого геноцида, истребления народа полного здесь нет. For one thing, the Amalekites themselves hated the Israelites and wanted to destroy them from the very beginning. Если уж на то пошло, то амаликитяне сами ненавидели израильтян и изначально хотели их полностью истребить. But more to, we can also add to the fact that the very term utterly destroy is a questionable one. Но сюда еще стоит добавить, что сам термин, само выражение «полностью истребить» вызывает сомнения. Because the term is often used for people who are not utterly destroyed. Потому что сам этот термин часто используется по отношению к народам, которые вовсе не были полностью тотально истреблены. For example, in Jeremiah 25, 9 through 11, например, в книге Иеремии 25, 9, 11 God says that he is going to utterly destroy the people of Judah. Бог говорит, что он полностью уничтожит народ Иудин, колено Иудину. And that their cities would be an everlasting desolation. И что города их навеки будут опустошены. But then we're told that it would only last, the desolation would only last 70 years. Но потом мы читаем, что опустошение, безлюдие там установится только на 70 лет. And we know that the people of Judah were not literally utterly destroyed. И мы знаем, что колено Иудина, конечно, не было полностью, абсолютно до последнего человека истреблено. But we can say that there was a devastation that came to the nation of Judah. Но мы можем сказать, что на колено Иудина обрушилась пагуба, обрушилась катастрофа. And that every facet of their society had been undermined or ruined. И что каждая часть их жизни, их общества пострадала или пришла в упадок. In one recent book, John Walton writes about the Israelite conquest. В недавней своей книге Джон Олтон пишет о завоеваниях израильтян. And he argues that the term utterly destroy should be translated to remove from use or to remove identity. И он настаивает на том, что вот эта фраза, которая переводится как «полное истребление», ее следует переводить иначе, как «вывести из употребления» или привести в негодность. And he uses the comparison of Nazism, which was destroyed. И в качестве примера он ссылается на нацизм, который был уничтожен. The symbols and the hierarchy and the monuments were all destroyed. Были уничтожены и символика, и памятники, и сама вот эта иерархия. But the German nation survived. Однако народ немецкий выжил. And so he sees that as an example of what is going on in the scriptures. So it's not genocide at all. И он считает, что вот примерно то же самое произошло в Писаниях, то есть речь вообще не идет о геноциде. There's a lot more I could say on this, but I'll just close with this. Можно было бы еще очень много об этом сказать, но я закончу следующим утверждением. That the Canaanite tribes were not the issue. Дело было не в племенах хананеев. Because the Israelites came from that very tribal identity. Потому что... Come again? The Israelites came from that very tribal grouping. Okay, потому что израильтяне тоже вышли вот из этой племенной среды, из этого племенного существования. God reminds the Israelites that they came from this land of the Amorite and the Hittite.
И Бог напоминает израильтянам, что они тоже произошли из земель амореев и хиттеев. But there wasn't anything problematic with the genetics or the tribe, but rather the behavior. Но проблема была не в генетике, а в том, как они себя вели. But there's more that we can say much more, but we could perhaps move on to the next question. Можно было бы сказать гораздо больше, но давайте перейдем к следующему вопросу. Отлично. Давайте тогда возьмем тоже обширную тему, другую, и, наверное, один из самых популярных вопросов. Почему Библия позволяет рабство? Это 8-й вопрос. Okay, let's talk about question number 8. Okay. When it comes to the Bible and slavery, this is, at least the English is an unfortunate translation. Когда дело доходит до темы о Библии и рабстве, то перевод слова, который используется, по крайней мере, на английский язык, очень неудачен. Actually, the Russian gets it better. В русском языке все немножко лучше. Now we see the connection between the verb work, работать, and rab, servant or worker. Мы видим в русском языке связь между словом «раб» и словом «работать». And in the Hebrew, someone who is working for another person who is by that person under contract can be servant of that person. И, соответственно, в еврейском языке человек, который работает на другого человека, находится под его властью, под его управлением, может быть назван слугой, служителем, рабом этого человека. And so the person who is, it's more like a contracted, relationship where there is a certain dynamic dependency of one to another. То есть речь идет о каких-то определенных договорных взаимоотношениях, в которых у обеих сторон есть определенные взаимные обязательства. And the term serve, sometimes translated work, is a neutral term in the Old Testament. И в Ветхом Завете сам глагол «служить», который иногда переводится как «работать», он носит в Ветхом Завете такой нейтральный характер, без нравственной оценки. So, for example, Joshua and Moses are called the servant of the Lord. Например, Иисус Навин и Моисей называются рабами Господними. And God tells Moses to tell Pharaoh in the book of Exodus. И Господь говорит Моисею в книге Исход, чтобы тот сказал фараону. He says, "Let my people go, that they may serve me in the wilderness." Скажи ему, отпусти народ мой, чтобы они служили мне, совершили служение мне в пустыне. So they had been servants under Pharaoh. То есть они были рабами фараона, служили фараону. But then they were to serve the Lord in the wilderness. А теперь они должны быть слугами Богу, служить Богу, быть рабами Богу в пустыне. The same term is used. Использовано одно и то же слово. In one context, in Egypt, it's negative. В одном случае, когда речь идет о Египте, оно носит негативную коннотацию. And as they're delivered from Egypt and in the wilderness, that is a positive servitude. И когда они обретают свободу от египетского плена, рабства и оказываются в пустыне, это слово становится позитивным, изображает такое рабство, служение в положительном смысле. So when it comes to many of the English translations, they can be very misleading. И когда дело доходит до переводов на английский язык, во многих случаях они сбивают с толку, они создают неверное впечатление. And for those in Western Europe or in North America, it can sound like the kind of slavery that has been part of our history. И для тех людей, которые живут в Западной Европе или в Северной Америке, когда они читают эти тексты, у них возникает ощущение, что речь идет о том рабстве, с которым мы знакомы, которое было частью нашей истории. Where the slave was basically the property of the master and the master could do whatever he wanted with him. Вроде как раб был собственностью своего хозяина, и хозяин мог поступать с ним, как ему заблагорассудится. But when you look at the law of Moses itself,
we see that it would actually oppose the kind of modern slavery that we're familiar with. Но если посмотреть на закон Моисеев, то мы увидим, что на самом деле он был против того вида рабства, который мы видим в новые времена, в более поздние времена. For example, kidnapping was capitally punishable, but modern slavery began with kidnapping. Например, похищение человека было наказуемо смертью, тогда как нынешнее современное рабство начиналось как раз с похищения людей, порабощения их против собственной воли. We can also say that that a servant in Israel was someone who was not property, but a person who had rights. И можно сказать, что в Израиле раб, слуга, это был он не был собственностью чьей-то, у него были определенные права. So if a master strikes his servant so that he dies, then the master could be capitally punished. Например, если хозяин ударит своего раба и тот умрет, то хозяина за это могли подвергнуть смертной казни. So this was not a property crime, this is a person crime. То есть речь идет не о имущественном преступлении, а о преступлении против личности. And we could also add that if you injured your slave, like knocking out his servant, knocked out his eye or his tooth, then the servant could go free. И, кроме того, можно вспомнить, что если хозяин ударил своего раба и выбил ему глаз или зуб, то в результате раб обретал свободу, его отпускали на свободу. And Israel had a law that allowed runaway slaves from other nations to come and settle within Israel. И в Израиле был закон, согласно которому беглые рабы из других народов могли селиться на территории Израиля. The message is that if you're being harshly treated elsewhere, come and find refuge here. И послание таково, что если с тобой где-то плохо обращаются в других местах, приходи и живи здесь. And by contrast, the nations surrounding Israel had extradition treaties to return slaves to their masters. С другой стороны, в полную противоположность Израилю у окрестных народов были законы об экстрадиции. То есть, если раб бежал, то были договоры, согласно которым раба должны были вернуть обратно в его страну. And if you were harboring a runaway slave, you could be capitally punished. А если ты укрываешь беглого раба, то тебя могли наказать смертью. So what we see is a very humanizing system in the Old Testament. Так что мы видим очень гуманную систему в Ветхом Завете. And we could look at a number of different texts, but that's just a general overview. Можно посмотреть на много разных текстов, но это вот такой общий обзор. And one text in Leviticus 25 talks about foreign servants. Например, в одном тексте в 25 главе книги Левит мы читаем о рабах из других стран. And usually, and for foreigners, they would probably stay on with people in Israel from generation to generation. И иностранцы оставались в Израиле и жили там многие поколения. Because they could not own land themselves as the Israelites could. They could not own land. They stayed with people who owned land, so that because the Israelites, no, the foreigners couldn't own land. Only the Israelites could. Okay. Иностранцы, которые приходили в Израиль, не могли владеть там землей, поэтому они жили с теми людьми, у которых было право владеть землей. And so that's why foreigners would attach themselves to Israelite families and, go from generation to generation. Поэтому иностранцы селились с израильтянами, с израильскими семьями и жили там в течение поколений. And also, it says that you may acquire these foreigners. You may acquire these foreigners as servants. И также сказано, что ты можешь взять, нанять каким-то образом, использовать этих иностранцев как слуг, как рабов. And that same word of acquiring them is also used of acquiring an Israelite servant later on in chapter 25.
И потом в конце 25 главы то же самое слово, которое вот обозначает это приобретение иностранцев в качестве раба, вот это же слово описывает приобретение израильтянина в качестве раба. So, and we know that the Israelite was not deemed a piece of property, but it's just that is simply a legal term that is used, a contractual term. А мы уже знаем, что израильтянин не воспринимался, раб израильтянин не воспринимался как собственность хозяина, поэтому само слово обозначает некие договорные отношения. So, I think we'd probably move on to the next вопрос. Отлично. Давайте также обратимся к тому примеру, который приводил уже упомянутый Сэм Харрис. Как понять историю с жертвоприношением Исаака? И часто вопрос возникает, а что если Бог нам повелит сделать такое сегодня? Например, пойти там и истребить всех евреев, или же пойти принести своего сына в жертву? Как мы должны на это реагировать? Okay, let's talk about question number 13. All right, we'll try to be very, very brief here. This can get very involved. Попробую быть очень кратким, потому что это затягивающая тема. When we are dealing with this passage in Genesis 22, когда мы читаем отрывок из 22 главы Бытия, we need to remember that this act or this command has a number of additional facts that need to be considered. Мы должны помнить, что эта заповедь, это повеление Бога, с ним связаны еще и некоторые дополнительные факты, которые тоже надо принять во внимание. It was not just suddenly, or that Abraham suddenly heard a voice and acted on it, never having heard some outside voice before. То есть речь не о том, что Авраам вдруг неожиданно из ниоткуда услышал голос и побежал исполнять повеление, хотя раньше никогда божественного голоса не слышал. God had been speaking to Abraham for decades. Бог разговаривал с Авраамом уже десятилетия. God had given to Abraham and Sarah a miracle child. Бог дал Аврааму и Саре чудесного ребенка. And God had promised that that child would be the means of blessing to all the families of the earth. И Бог пообещал, что этот ребенок будет благословением для всех семей, для всех колен по всему лицу земли. And also, God had prepared Abraham because he had another son, Ishmael, through his Egyptian servant Hagar. И, кроме того, у Авраама был еще один ребенок, сын Исмаил, от его служанки Агарь. So God had told, when there was tension between Hagar and Sarah, God said to let them go. И когда между Агарью и Сарой возникли трения, возник конфликт, Бог повелел отпустить Агарь и Исмаила. So Hagar and Ishmael are told to leave. Агарь и Исмаил получают повеление уйти. And God promises Abraham, though, that they will not perish, but God will make of Ishmael a great nation. Однако Бог обещает Аврааму, что они не погибнут, но Бог от Измаила произведет великий большой народ. What might otherwise look like a cruel, harsh act is actually has a divine promise behind it that God will take care of things. И то, что могло бы в другом случае показаться неким жестоким проявлением жестокости, в данном случае за этим стоит некий божественный план, божественное обещание. And so Abraham, when he is going to Mount Moriah, и когда Авраам идет на гору Мория, he is taking his teenage son Isaac, who could even overpower him, because he's got to carry that wood on his back for 3 days. Он ведет с собой своего сына, подростка Исаака, и подросток достаточно крепкий, он мог бы, в принципе, справиться со своим отцом, потому что он достаточно силен, чтобы 3 дня нести на спине дрова. And Abraham tells his servants that we will go and we will return. И своим слугам Авраам говорит: мы пойдем и мы вернемся. Abraham knew that God was going to take care of things just like he took care of Ishmael. Авраам знал, что Бог позаботится обо всем, так же, как он позаботился об Измаиле.
that just like God would make Ishmael into a great nation, he would make Isaac into a great nation that would bless the ends of the. И точно так же, как Бог произведет от Измаила великий народ, он произведет от Исаака великий народ, который будет существовать до конца времен. So if Abraham believed that Isaac would accompany him back to his home, и если Авраам был уверен, что Исаак с ним вернется домой, we have as I said, we're dealing with a different set of facts here than just an ordinary parent and an ordinary child. То мы с вами здесь имеем дело с совершенно иным набором фактов, нежели такие простые, банальные отношения родителей и ребенка. And we could ask the question, if your child were to be killed, or if you were to be, and the child would be raised back up right away, would that make a difference? И мы, в принципе, можем задаться вопросом, если твой ребенок будет воскрешен, да, после того, как ты его убьешь, изменит ли это картину, расклад? Yeah, of course, it would make a difference, and that sets a new context for Abraham and Isaac that is unique to humanity. Конечно, это все меняет. Это создает для Авраама и Исаака совершенно особые условия, совершенно особую ситуацию, не имеющую себе параллелей в истории человечества. So those are just a few reflections on that particular topic. И это просто несколько мыслей вот об этой конкретной теме. А как насчет того, может ли Бог нам повелеть сегодня такое сделать? Теоретически. Could God theoretically decree something like that today? Well, what I would argue is that many of the acts in biblical history are unique and unrepeatable. Я бы сказал, что многие действия, многие ситуации из библейской истории уникальны и неповторимы. And that this very act that Abraham is participating in, и само это действие, в котором участвует Авраам, is actually pointing us to a future sacrifice of God giving to us his son. Указывает на будущее событие, на будущее действие, когда Бог отдаст в жертву за нас своего Сына. And we see even in Romans, chapter 8, that God, who didn't spare his own son, but gave him up for us all. И потом в Римлянам 8 главе мы читаем: Бог, который Сына Своего не пощадил, но отдал за всех нас. Will he not freely with him give us all things? Разве вместе с ним не дарует нам и всего? And so we have a unique picture of God's self-giving of his own son that is represented in this initial picture with Abraham and Isaac. Так что мы видим, как Бог таким вот удивительным, уникальным образом отдает за нас своего Сына, и картинкой, прообразом этого была жертва Авраама, приносящего Исаака. So just as as it were, the sacrifice of Jesus was once for all. И точно так же, как жертва Христа была принесена раз и навсегда. We can talk about this example that pointed forward is once and for all. Можно говорить, что вот этот прообраз, этот пример ветхозаветный, он тоже был как бы раз и навсегда. Друзья, давайте также перейдем к следующему вопросу, который не менее популярен. И мы знаем, что еще с ранней эпохи церкви были такие группы гностиков, которые считали, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это два разных Бога. Итак, вопрос: правда ли, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это разные боги, это разные религии, это отличные друг от друга какие-то концепции? Это вопрос номер 13. Okay, the second question, number 13, about two different gods. Right. Yes, that is a common misperception that even an early heretic like Marcion believed, that there's a God of the Old Testament and a God of the New. Это древнее очень заблуждение, и некоторые древние еретики, такие как Маркион, были убеждены, что Бог Ветхого Завета отличается от Бога Нового Завета. But we need to understand a few things about what the New Testament says. Но нам необходимо понять несколько моментов, о которых говорит Новый Завет.
Paul says in Romans 11:22, "Behold the kindness and severity or harshness of God." В Римлянах 11:22 Павел напоминает о милосердии и строгости Бога. So a lot of people think God is harsh in the Old Testament, but kind in the New. Многие люди думают, что Бог Ветхого Завета, он строгий, но в Новом Завете он милосердный. But we also see that there are themes that carry over from the Old Testament to the New. Но мы должны помнить, что многие вещи, они как бы перетекают из Ветхого Завета в Новый. And we're reminded that the judgment is even more severe if you reject Jesus. И Писание напоминает нам о том, что если мы отвергнем Христа, то суд или наказание будет гораздо более суровым. In Matthew 11, Jesus speaks of these towns of Bethsaida and Chorazin who had seen miracles performed. В 11 главе Матфея Господь говорит о городах Вифсаиде и Хоразине, которые увидели огромные чудеса. And Jesus said if those miracles had been performed in Tyre and Sidon that had been destroyed, he said they would have repented in sackcloth and ashes. И Господь говорит, что если бы те чудеса повторялись в Тире и Сидоне, которые были уничтожены, то они бы покаялись в прахе и пепле. So, and we read in the book of Hebrews the same sort of thing. И в послании к евреям мы читаем о том же самом. In Hebrews 2 and 10 and 12, we see that the law that was applied in the Old Testament Во 2, 10, 12 главах мы читаем, что закон, который применялся в Ветхом Завете, that he's basically saying if you thought that those punishments were strict or harsh, автор, по сути, говорит, если ты думал, что те наказания были суровыми и жестокими, it will be far more severe for those who reject the gospel of Jesus Christ. то наказание для тех, кто отвергает Евангелие Иисуса Христа, будет гораздо более суровым. We see that Jesus is one who himself acts very fiercely when he's driving money changers out of the temple. Мы видим, как Иисус действует очень сурово сам, когда он выгоняет менял, миновщиков денег из храма. We see that there comes judgment upon Elymas in Acts 13. He is struck blind by the hand of the Lord. Мы видим, как в Деяниях в 13 главе совершается суд над Елимой, волхвом, который ослеплен действием Божьим. And so there is, some people say, oh, that looks kind of like the Old Testament, but no, this is in the New Testament. И некоторые люди говорят, это как прям в Ветхом Завете, но нет, это Новый Завет. And in Revelation 2, there is a false prophetess Jezebel. И в 2 главе Откровения мы читаем про лжепророчицу по имени Иезавель. And Jesus himself says this. И сам Иисус говорит следующее. That he cast Jezebel, this false prophetess, on a bed of sickness. Что он поверг эту пророчицу на ложе болезни. And he said he would destroy her followers. И говорит, что он уничтожит, погубит ее последователей. We also read in the book of Jude, verse 5. В книге послания Иуды мы читаем в 5 стихе. Where our best manuscripts refer to Jesus. Где в лучших рукописях, самых надежных рукописях речь идет о словах Христа, словах Иисуса. Where it says that Jesus, after delivering the Israelites from Egypt, о делах Иисуса. Там сказано, что Иисус, после того, как он избавил израильтян из египетского рабства, then he destroyed those who were disobedient. Он уничтожил или погубил тех, кто был непослушен, непокорен. So this is attributing work in the Old Testament, judgment in the Old Testament, in a very strict, severe way to Jesus. То есть мы видим, как очень суровое, жесткое наказание, совершенное в Ветхом Завете, приписывается Иисусу. So to get rid of the Old Testament because of the harshness
is missing that there is a continuity between the harshness of the Old Testament and the New Testament. И если мы захотим избавиться, выбросить Ветхий Завет из-за того, что там все так сурово, то мы просто не учитываем того факта, что между Ветхим Заветом и Новым Заветом есть непрерывная связь, продолжение. Ветхий Завет перетекает в Новый. So we see both the wrath of God intensified in the New Testament. И мы видим, как в Новом Завете усиливается и гнев Божий. But we also see the love of God intensified as he reveals himself in Jesus' self-giving death on the cross. Но мы также видим, как усиливается и любовь Божья, любовь Бога, который принес Сына Своего в жертву на кресте. Отлично. Давайте также кратко рассмотрим историю с Елисеем. Как понять историю с Елисеем и растерзанными детьми, когда мы помним эту историю, что Елисей повелел, и медведицы уничтожили множество маленьких детей, как написано у нас. Это вопрос номер 11. And question number 11. Yes. The passage is taken from 2 Kings 2. Этот отрывок взят из 2 главы 4 книги Царств, where Elijah has just gone up to heaven in a fiery chariot. Где Илия только что вознесся на небо на огненной колеснице. And then his successor Elisha goes on a mission and confronts some of the idolatry in Israel. А его преемник Елисей отправляется собственным поручением и противостоит неким проявлениям идолопоклонства в Израиле. Now, a few things to understand here. Есть несколько моментов, которые важно правильно понять. First, when these bears come out and maul or attack these 42, some translations say children. И, во-первых, когда эти медведицы выходят и нападают на 42 детей, как сказано в некоторых переводах. The term for those young people is the same term that is used for soldiers. It's used for David when he's fought against Goliath. Тем же самым словом, которым названы эти дети, эти отроки, это слово используется для описания солдат, например, того же Давида, когда он сражался с Голиафом. Even Israel's king or Judah's king Rehoboam was consulting with his own peers and rejecting the advice of the elders. Those were also called these young people, these little ones. И когда царь Раваам иудейский советовался со своими старейшинами и не слушал их совета, то вот эти старейшины тоже назывались, как ни странно, буквально этим именем отроки, маленькие, молодые. And so should remember that this place is also Bethel, where Elisha has just come. И также не забывайте, что место, откуда пришел Елисей, это был Вифиль, which is a center for idolatry, который в то время был центром идолослужения. And these are probably part of a kingly, priestly, kind of a religious context, who are mocking Elisha. И эти отроки, вероятно, принадлежали к некоему царскому или священническому окружению. Вот, и, собственно, они как раз издевались над Елисеем. And we read in 2 Kings chapter 1 that Elijah is a very hairy man. И в 1 главе 4 книги Царств мы читаем, что Илия был очень волосатым человеком. And by comparison, Elisha looked like a baldy. И по сравнению с ним Елисей выглядел таким лысиком, у него на теле не было волос. And so these youths, basically they're male unmarried youth. They don't have a household of their own. То есть, по сути дела, речь идет о неких молодых, неженатых лицах мужского пола, мужчинах, юношах, у которых нет собственной семьи.
And so they're mocking a prophet of God. которые издеваются над Божьим пророком. And these bears come out Выходят and медведицы, attack them. нападают на них. But keep in mind that this is promised in the law of Moses in Leviticus 27. Но не забывайте, что обещание, соответствующее есть в законе Моисеевом в 27 главе книги Левит. That it promises that if you disobey my laws, then I will send wild beasts upon you, and you will be deprived or bereft of your children. И там сказано, что если ты не послушаешься моих заповедей, то я нашлю на тебя диких зверей, и ты лишишься своих детей. So this was the very thing that was promised by God if there was disobedience to his covenant. То есть именно такое наказание Бог обещал за непослушание его заповедям. And previously, Elisha had been in Jericho where there had been contaminated poisonous waters. Come again, please. Previously, Elisha had just been in Jericho where they had a problem with contaminated or poisonous water. И совсем незадолго до этих событий Елисей был в Иерихоне, где была проблема с отравленной водой, с отравленными источниками. And it says that the land was fruitless or deprived, the same word that's used in Leviticus 27. И там сказано, что земля была бесплодна. Вот тот самый термин, то самое слово, которое используется в 27 главе книги Левит. But because these people in Jericho were responsive to a prophet of God, he made the land fruitful again and removed the contamination of the waters. Но поскольку люди в Иерихоне, население Иерихона было послушно Божьему пророку, он чудесным образом сделал землю снова плодородной и вот эти отравленные компоненты из воды из источников убрал. So when you look at it in this bigger picture, in this context, you see that there is a lot more going on than just, little kids making fun of a bald prophet. Так что, когда смотришь на ситуацию в более широкой картине, в более широкой перспективе, понимаешь, что речь идет не просто о том, что какие-то мальчишки издевались над лысиной пророка. Отлично. Давайте также коснемся интересного вопроса о том, действительно ли Бог ожесточил сердце фараона. Это вопрос номер 12. And the question number 12. Well, when it comes to the hardening of Pharaoh's heart, some people say, yeah, go ahead. Okay. Когда мы говорим об ожесточении сердца фараона, some people say God was preventing Pharaoh from repenting. Некоторые люди говорят, что Бог не позволил фараону покаяться. Well, remember that God doesn't harden softened hearts or potentially softened hearts. Но не забывайте, что Бог не ожесточает смягченные или готовые к тому, чтобы быть смягченными сердца. God's hardening of hearts takes place only after humans have hardened their hearts against God. Ожесточение совершается после того, как люди уже ожесточили свое собственное сердце в отношении Бога. And they have resisted the grace of God already. Когда они уже воспротивились благодати Божьей. And when we look at Pharaoh, we can see from the very beginning that he's not a very nice man. И когда мы смотрим на фараона с самого начала, мы видим, что человек-то был, в общем-то, не самый хороший. And when we first meet him, we see that he is harsh and ruthless and doesn't care about the Israelites working extra. И когда мы встречаемся с ним в первый раз, мы видим, что это человек жестокий, безжалостный, и ему совершенно нет дела до работающих на него евреев, израильтян. But it's also specific to the situation within the land of Egypt. Но здесь надо еще учесть конкретную ситуацию, конкретную обстановку в египетском царстве. I mean, I would say, generally speaking, there are two stages in the hardening process. В общем и целом, вот этот процесс ожесточения сердца происходил в два этапа. First, human beings resist the grace of God continuously. Сначала люди постоянно, последовательно
противятся Божьей благодати. And then when God hardens their hearts, he basically lets them have their own way. И потом, когда Бог ожесточает их сердце, Он, в общем, предоставляет их собственной участи. And removes his gracious influence. То есть просто удаляет от них свое благодатное влияние. But in this case, God chooses to use Pharaoh as an example. Но в этом случае Господь решает использовать фараона как наглядный пример. To show how he is in charge of the world's superpower at that time. Для того, чтобы показать, что он властвует над супердержавой того времени, что супердержава того времени находится в его власти. This world empire is under the control and direction of God, who can move in the hearts of even the Pharaoh. Что эта всемирная держава, имеющая мировое значение, находится в руке под властью Бога, который может действовать даже в сердце фараона. And so God is showing that he doesn't have to be in his own land of Israel or Canaan to show his greater power over the nations. Тем самым Бог показывает, что ему совершенно не обязательно совершать какие-то действия в как бы собственной земле Израиля, в Ханаане, чтобы проявить свою власть над народами, над людьми. And so God sends these plagues into Egypt and is basically attacking the particular gods of the Egyptians. И Бог насылает эти казни на египетский народ, по сути дела, нападая на конкретные божества языческие, которым поклонялись египтяне. And so we see the repeated refrain of, and they will know that, or he will know that I am the Lord. И мы слышим постоянно повторяющуюся одну и ту же фразу: «И узнают, что я Господь». So those are a few considerations when we look at the hardening of Pharaoh's heart. Вот несколько мыслей по поводу ожесточения сердца фараона. Отлично. И несколько последних вопросов. Один из них: правда ли, что Бог относится к женщинам хуже, чем к мужчинам? Это вопрос номер 9. Question number 9. When we look at the Old Testament, we see that women are equal in stature to men. Глядя на Ветхий Завет, мы видим, что женщины равны по положению мужчинам. That they are made in the image of God. Что они сотворены по образу Божьему. We see that women can rise up in leadership in Israel. Мы видим, что женщины могут достичь очень высокого положения в израильском обществе. And while we do see some defective social structures within Israel and surrounding nations, и хотя как в Израиле, так и в окрестных народах мы видим некоторые искаженные, ущербные социальные структуры, we see the law of Moses is given, and it is regularly pointing people back to the way things were at the beginning. Мы также видим, что был дан закон Моисеев, который постоянно отсылает людей, указывает им на то, как все было изначально. So you can see that both the command to honor your father and mother shows an equality here. И мы видим, что заповедь «почитай отца твою и мать твою» подчеркивает равенство. And if you cursed your mother or father, that could be capitally punished. И проклятие, ругательство по отношению к отцу или матери подлежало смертной казни, смертному наказанию. And when we look at Proverbs 31, и когда мы смотрим на 31 главу книги Притчи, we see a very capable woman. Мы видим очень такую талантливую, одаренную женщину. A person of excellent character. Женщину, обладающую безупречным нравственным обликом. Someone who is industrious and hardworking. Такую обладающую предприимчивостью и очень усердную, трудолюбивую.
She engages in manufacturing and trade. Она занимается производит какие-то вещи и занимается торговлей. In real estate, she assesses a field and buys it. Она занимается торговлей недвижимостью, она оценивает стоимость участка и приобретает его. And I would say this illustrates how recent scholarship has shown that that women had their own parallel guilds or societies where they had their realm of independence apart from how men, apart from men's input. И вот с этой точки зрения, как доказали ученые в последнее время, у женщин была как бы такая собственная параллельная структура, параллельная гильдия, параллельная система, в которой они вели жизнь, в общем-то, достаточно независимую от влияния мужчин. And even in this book, I'm actually reading it right now, it's called Rediscovering Eve by a biblical scholar, Carol Myers. Rediscovering Eve. Даже вот в этой книжке, которую сейчас наш гость показывает, называется она «Заново открывая Еву», написал ее Пол Майерс. Carol Myers. Carol Myers, прошу прощения. Carol Myers, yeah, there we go. Uh-huh. And she argues that the term patriarchy is not a good description of what is going on in the Old Testament. Написала эта женщина Кэрол Майерс. Вот, она в этой книге говорит, что патриархия или патриархат – это не совсем правильное описание той ситуации, которая была в Ветхом Завете. Sometimes this suggests that males have ultimate power and authority and kind of, even, economically, sexually, socially. Иногда говорят, что у мужчин была такая абсолютно доминантная власть над женщинами и в экономическом, и в политическом, в общественном, в половом плане. And she says that you have women like this woman in Proverbs 31 who are part of, they're doing things independent of men. И она говорит, посмотрите, мы видим женщин, например, как в 31 главе притчи, которые делают какие-то вещи совершенно независимо от мужчин. So we see groups of women singers. Мы видим группы женщин-певиц, певцов. Groups of other women who serve in the tabernacle. Видим группы женщин, которые служат в святилище. And there are other groupings of women that just operated on an independent or parallel track to men in society. И видим другие группы женщин, которые действовали как бы параллельно, независимо от мужчин в этом обществе. So this woman, Carol Myers, who's a professor at Duke University. И Кэрол Майерс, профессор из университета имени Дюка. She says that the whole idea of patriarchy in the Bible, in the Old Testament in particular, needs to be challenged. Она говорит, что сама вот эта идея ветхозаветного патриархата, ее нужно поставить под сомнение, ее нужно переосмыслить. She said it's just not a helpful category. По ее словам, это очень неудачная характеристика. So there are different types of power sharing going on in Israel. То есть в Израиле распределение власти происходило разными способами. More, but perhaps we'll stop there. Есть еще много о чем можно сказать, но, наверное, на этом мы остановимся. Отлично. И давайте тогда последний вопрос, который зададим на сегодня. Что вы считаете основополагающим в своей жизни как апологета? И какой совет вы можете дать людям, которые интересуются философией и христианской апологетикой? Это вопрос 16. Okay, the last one, number 16. I believe that it's important for Christians who engage in apologetics to make sure that they are, first of all, walking in step with God's Spirit. Я убежден, что для людей, которые занимаются апологетикой, прежде всего очень важно убедиться, удостовериться, что они идут рука об руку, нога в ногу с Божьим Духом. That they should nourish their own souls with the Word of God on a regular basis. Они должны регулярно питать собственную душу Божьим Словом. And we also need to understand the proper place of the intellect in the order of things. И нам также необходимо понимать правильное место
разума, интеллекта в общей системе вещей. Many people have intellectual questions. У многих людей есть интеллектуальные, разумные вопросы, But very often there are questions behind those questions. но очень часто те вопросы, которые мы слышим, это не самые главные вопросы. Главные вопросы кроются в глубине. And I find that it's very helpful to listen to people's stories first. И я для себя нашел очень полезным выслушивать историю людей, то есть их рассказы о себе прежде всего. And to engage them with gentleness and respect. Подходить к ним, общаться с ними с вежливостью и уважением. And to understand that the relational component is important as a vehicle of transmission of intellectual knowledge and truth. И понимать, что взаимоотношения, такая вот как бы личное отношение, это очень важный инструмент для того, чтобы доносить до людей знания и истину. And so I think that as we engage as apologists, we need to understand that many people will simply resist the gospel no matter what. И поэтому мы, как апологеты, когда мы беседуем с людьми, общаемся с ними, вступаем в диалог, мы должны понимать, что некоторые будут сопротивляться Евангелию в любом случае, несмотря ни на что. And that the will is very much involved. Что здесь очень большую роль играет воля человека. That it's not simply a matter of giving people a lot of evidence and then they'll inevitably become Christians. Что все не сводится к тому, чтобы просто забросать человека аргументами, доказательствами, и тот тут же станет христианином. But what I also think is important is that if people are looking for answers to their deepest intellectual and heart or existential questions, я думаю, очень важно понимать, что когда люди ищут ответы на свои самые глубокие интеллектуальные и жизненные вопросы, that the Christian faith offers a large explanatory realm for them to explore. Христианство предлагает огромное количество ответов, с которыми они могут и должны ознакомиться. That the questions about where the universe came from, who we are as human beings, how do I deal with my guilt, is there life after death, how can I prepare for that? These are all important questions that the Christian faith gives answers to. Что вопросы такие, как вот кто я такой, в чем причина чувства вины, куда мы пойдем после смерти, как приготовиться к этому, что все эти вопросы, они имеют значение, они важны. So if people are looking for answers, I would point them to the Christian faith as offering the best array of answers that are available to people. И когда люди приходят с этими вопросами, я адресую их к христианству, потому что у христианства есть выбор наилучших ответов на эти вопросы, которые только существуют. Now, it doesn't mean that we have all the answers. Это не означает, что мы лично, как конкретные люди, имеем все ответы на все вопросы, знаем все ответы на все вопросы. But in terms of the available sources, the Christian faith stands head and shoulders above the rest. Но если мы говорим о принципиальном существовании ответов, то в этом отношении христианство на голову выше всех остальных учений. So those are a few things that I would say on that topic. Это вот несколько вещей, которые я бы сказал в ответ на ваш вопрос. Итак, друзья, наш эфир подходит к концу. Мы уже зашли за час, и мы услышали очень много ответов на самые, пожалуй, сложные вопросы касательно Ветхого Завета. Мы слышали о работах доктора Копана. Для тех, кто знает английский, вы можете обратиться к его книгам «Является ли Бог моральным монстром», также другим его работам. Возможно, они будут переведены также на русский язык в ближайшем будущем, будем на это надеяться. Но всех вас хотел поблагодарить, друзья. Пожалуйста, распространяйте это видео, делитесь им со своими знакомыми, близкими. Скоро будет еще больше новых подкастов, новые проекты с новыми известными апологетами, поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны, приглашайте своих знакомых и оставайтесь здоровы, будьте благословенны. Thank you so much, Dr. Kopan, for your ministry. It's very helpful. I really appreciate it. Thank you.
God bless you. Большое спасибо. Thank you very much. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Пожалуйста, следите за объявлениями о новых программах, как на канале «Разумная Вера», так и на канале Центра апологетических исследований. Уверен, что вас ждет много-много интересного, и новые гости, и новые темы. Не теряйтесь, мы не смогли, конечно, ответить на все ваши вопросы, относитесь к этому с пониманием, время ограничено, и некоторые вопросы, которые вы задавали, я сейчас краем глаза посмотрел, выходили за рамки той темы, которой был посвящен наш разговор, так что не думайте, что мы их не заметили. Вот. И, как всегда, те вопросы, которые были заданы, мы передадим нашему гостю, чтобы в следующий раз он, возможно, смог на них ответить. Так что спасибо за то, что были с нами сегодня. На сегодня мы заканчиваем. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью. С Богом.